Добрый день, друзья! Это пасека Лаврова, Витебская область, сегодня 10 августа. И я вам показываю очередную работу, которую мы выполняем на пасеке. В прошлый раз я вам показывал, как мы снимали верхние корпуса, в которых находились отводки, и сколько они собирают меда. Сегодня я вам покажу следующую работу. После того, как сняли верхние корпуса, мы приблизились, и нам доступны уже магазины. Вот теперь будем снимать магазины. Я думаю, тем пчеловодам, которые пытаются повторить мою технологию, интересно, как я это делаю. Возможно, что вы сделаете это иначе и лучше. Вы можете это писать в комментариях. Не забывайте, ставьте лайк, подписывайтесь. Кто первый раз посетил мой канал, подписывайтесь, будет интересно. Я вам буду рассказывать о своей технологии, как я получаю много меда. Так что верхние корпуса мы сняли и добрались до магазинов. И посмотрите, как мы выполняем эту работу по извлечению рамок из магазинов, как мы вытряхиваем пчел. Конечно, это примитивно, но для нашей работы и для нашей пасеки в 150 семей это рационально. Так можно делать иначе. Попытайтесь вы сделать иначе. Вот сейчас мы покажем, как это мы делаем. Немножко продымарили под холстик. Под утепление мы дыму дали. И пчелки немножко осадились, вниз пошли. Нам уже проще. Это значит третий магазин. Ну, в принципе, вот семья, которая в третьем магазине. Ну, вот я так стряхиваю. Третий магазин. Видите, как хорошо запечатан мед. Магазины у меня запечатываются хорошо. Если мне делали замечание, что в корпусах рамки узковысокие печатаются не совсем до конца, это смотря какой год. Тот мед, который не запечатан, он не льется, напрыска там нет. Когда он откачивается, то в принципе мы можем откачать его, те рамки, где много такого меда, мы его скармливаем пчелам. А так, в принципе, мед хороший, мы проверяем. А вот в магазинных рамках мед исключительно, видите, крайняя рамка, исключительно хороший, качественный мед. Наверное, потому что я правильно выбрал, рамка небольших размеров. Небольшая. Вот как, смотрите. И все рамки как одна. Это третий корпус. Вот доберемся до второго корпуса, посмотрим, что там. Мы уже, наверное, половина на этой пасеке магазины сняли. И нигде не был расплод. Многие пчеловоды говорят, что возможен расплод быть в магазинах. Вот мы, посмотрите, видите, там часть сняли мы магазины. И вот расплода не было. Я уже объяснял, почему. Третий корпус для меня высоковат, ну, можно 3 корпуса высоковато. Ну, пчелы работают, можно и 4-й поставить, но высоковато уже будет. Ну вот второй магазин. Сейчас посмотрим, что тут делается.
Я правда скажу, что не во всех семьях если где 3 магазина, третий корпус, то есть магазин полностью там запечатан, если частично не запечатан. Но в основном, где мы ставили 3 магазина, значит мы ставили сильным семьям. Там все хорошо. Ну вот второй магазин, видите, какие рамки. Запечатан. Этот хороший мед, зрелый. Тут вопросов нет с магазинами. Вот. Ну вот крайняя рамка, видите. Ну вот я немножко стряхну, а сын уже щеточкой сметает. Пчелы все равно остаются, и они в машине. Потом мы их, отъезжая, выпускаем. Так что приезжаем домой, в машине пчел нет. Так, ну вот что делается внутри. Пчелы, надо их осадить ниже, в гнездовой корпус. Пчелы потихоньку опускаются в гнездо. Их много, они выкучиваются днем. Выкучиваются, потому что их много, жарко. Ну, постепенно старые пчелы отмирают постепенно. Молодые остаются, которые идут в зиму. Вот что добрались до нижнего корпуса. А здесь, видите, пчелы работают. Нужно убрать это. Вот я ношу такое ведро вместе с пчелами. Потом я все это выкладываю на пленку. Запасикой, пока еще воровства нет. Есть взяток, не страшно. И пчелки улетают, мед этот выберут. Но вот эти вот куски нельзя бросать около литка. Это уже 100% может воровство возникнуть. Нужно убрать ведро. Ну вот так мы убираем. Вот первый корпус. Добрались до первого корпуса. Теперь посмотрим, что тут делается. Ну вот, никакого расплода, видите, запечатанные рамки. Хорошо запечатаны. Три магазина. Отличные рамочки. Ну, в основном так.
Вот. И третий магазин убрали. Теперь нужно накрыть. Больше ничего не делаем. Сейчас уберем магазин. Сам магазин, корпус. Там немножко есть эти настройки. Мы ничего не делаем. Так сразу и накрываем. Ну вот пчелы, конечно, много, они выкучиваются. Но потом успокаиваются. Так, перейдем. Покажу я вам другую семью. Аналогично, чтобы не было такого, что я именно одну взял показательную семью. Сейчас перейдем в соседнюю семью. Взяли другую семью, чтобы показать, насколько будут отличаться одна семья от другой. Ну, я говорил, что не все семьи очень хорошо работают. И 3 корпуса, 3 магазина, они печатают хорошо. Эта семья, возможно, и хуже. Ну, просто взяли рядом стоящую, вот, которую мы смотрели, рядом стоящую. Вот. Немножко дыма. А я сниму. Ну вот это, видите, не совсем запечатано. Ну запечатано. Где-то не совсем пчелы. Третий корпус запечатывает то же самое. Видите, немножко не запечатано. В общем, рамка запечатана. То же самое здесь. Третий корпус может, ну это запечатано. То же самое. Чуть-чуть не запечатано. Вот крайняя рамка, видите. Начали печатать, еще не запечатали. Третий корпус, не хватило им силы. Есть и такие семьи, есть и другие, что ну не хватает сил. Одна семья сильнее, вторая может слабее. И на медосборе она хуже работает. А там, где 2 магазина поставлено, там семьи слабее. Мы там оставляли 2 магазина. Мы вот так и дифференцируем по силе. Ну, как правило, 2 магазина нижних около гнезда, они хорошо. У них все нормально. Вот, как я говорил, хорошо печатается. Вот второй магазин, он весь будет. Сейчас я посмотрю крайнюю рамку. Да, ну вот крайняя рамка. Ну, почти запечатана. Чуть-чуть вот здесь. Второй магазин, видите. Хорошо. И здесь пчелы аккуратно работают. Вот здесь немножко меньше пчел. Довольно аккуратно. Бывает так, что и пчел немного, но работают хорошо на медосборе. Семья слабее, а будет работать хорошо. Ну вот крайняя рамка
Почти запечатано. Так, добрались до нижнего. Ну, здесь настроек немного. Здесь более аккуратно. Пчелы более-менее спокойные, не так они взлетают. Все пошли вниз. Ну, первый магазин, нижний, вообще отлично. Ах ты, зараза. Взлетели. Не нравится, стучим. Постукиваем. Возьми немножко, возьми немного. Начинаешь стучать, им не нравится. Начинает взлетать. Ну, в общем, как видите, на меня пчелы не садятся, не жалят, взлетают, да. Ну, работать можно. Ну, вот последняя рамка. Так, ну вот и все. Может показать гнездо. Здесь мед и внизу расплод открытый. На выходе пчелки и открытый расплод. Матка там мед вверху. Вот видите, расплод, свящевая матка как работает. Пчелки на выходе. Вот красиво как матка работает. Посередине видно, что пчелки выходят. Мед есть. Что пчелам надо? Хорошая матка. Чтобы корм был. В этой рамке корм вверху. Здесь мед, немного расплод есть. Я уже добрался до гнезда, чтобы вам показать, что делается в гнезде. Что тут в гнезде делается. Так, сейчас посмотрим, что. Ну, здесь пчелки выходят. Так.
Здесь расплод разновозрастной. Закрывается расплод. Тоже красиво. Видите? Тут уже закрыт, а тут закрывается. Матка кладет яйца красиво. Поэтому расплод красиво смотрится. Здесь на выходе расплод. С той стороны на выходе. Здесь закрыт. Вот эти все пчелки, сегодня 10 августа, эти пчелки, которые выйдут из этого расплода, они уже пойдут в зиму. Вот. Матка еще раз в эти ячейки покладет яйца. И где-то там в сентябре выйдут пчелки. Ну, здесь уже внизу много меда, внизу расплод. Ну, здесь вот расплод, видите, мед. То есть даже в гнезде много меда. В гнезде меда достаточно много. А что надо? Чтобы корм был. Я же убрал магазины мед, а здесь меда много, достаточно много. Ну все, я вам показал гнездо. Вы мне замечание сделали, что гнездо не показывать. Вот я вам показал. Все тут нормально. Пчелки готовятся к зиме. Мы мед забрали, но там меда достаточно много. Сами видели. Хорошо их утепляем. Утепление должно быть сейчас хорошее. Чтобы матка откладывала яйца, чтобы тепло было там. Ну вот, эту операцию я вам показал, как мы делаем. Снимем все магазины. И потом мы будем уже делать ревизию. Гнезд вот этих будем делать ревизию. Проверять. Оставлять рамки с медом, с расплодом. И в это время мы ставим акарицидные полоски от клеща ворона. Пчелы здоровые, они хорошо себя чувствуют, идут в зиму здоровые, сильные и доживают такими же сильными до весны. Если вам нравится мои видео, ставьте лайк, подписывайтесь. До свидания.